Хорошо, Виктория, ты готова? Да, Я посчитаю от 3 до 1. Ты расслабишься и войдешь в эфирное пространство. 3, 2, 1. Виктория, ты в эфирном пространстве? мгм. Что ты сейчас видишь? Я вижу, такая рука черная протянулась из сектора магии и так написала на таком квадратике «Эфир», и мне показывает черными буквами. Сейчас я посмотрю, что эта метафора означает. Посмотри. Считывается заблуждение, введение, введение в заблуждение, гипотеза о природе существования. То есть эта гипотеза, ну, современная об эфире имеет манипулятивное влияние на человечество. Мгм. Да, Так, хорошо, Виктория. Сейчас отсоединись от этого. да. Мгм. Вот посмотри, когда я сказал: "Войди в эфирное пространство", Куда я посмотри, вошла? куда ты вошла, да. Я вижу, ну, вот так вот чувствую, что я как будто бы нырнула между таким плотным чем-то и, и как бы вакуумом, Мгм. чем-то таким другим. Здесь я вижу, что эфирное пространство — это буквально считывается как нейронная сеть, ам, м, Так. передающая, вот она передает атмосферное считывается. Я подумала, что такое атмосферная погода, атмосферное влияние считывается на душу человека или души человека. Давай разберемся. Вот эта нейросеть, как ты ее Она видишь? передает настроение, то есть она Мгм. имеет определенную вибрацию, и она считывается как живая сетка, Мгм. как ткань такая, которая пронизывает, а между ее вот этими сеточками, они как углубления считываются. Есть другие формы материи. Вот они плотные, темные, я вижу. Это энергия, считывается живая душа пространства. Мгм. Насколько она плотная? Там если сравнить с водородом, например, Ну, я вижу, элементами. что Мгм. когда ты сказал водород, то Так. он как-то как будто бы вверху, а что-то еще, вот тяжелая материя, она внизу, это как будто бы ну, она как бы в состоянии а, считывается пронизывать все Ага. формы материи. Да, То вот, есть она имеет такую проникающую природу. мгм. И я буквально вижу, как эфир вот так проникает сквозь плотную материю, вот так вот проходит и такой заворачивается в фрактал. Сейчас я считаю до того, как вошел эфир. Мгм. И оно считывается как неизменная частица бытия. То есть я Мгм. вижу, что на выходе вот он пронизал, вышел сквозь материю и остался самим собой. То есть и вот фрактал закрутился, пронизал материю,
вышел и остался сам собой. Считывается неизменная душа пространства. Так. А какую она роль играет, например, с этими частицами, такими как водород, углерод, более плотными? Как оно взаимодействует, влияет? Никак. Мгм. Я вижу, что она это, ну, как ниточка, на которую нанизаны бусинки. Потом она регулирует, я слышу, погоду. И я ну, считываю, что эфир как бы переносит эту информацию, и если есть где-то дисбаланс, то именно благодаря вот этой неизменности и точности эфира он как бы носитель, механизм, носитель кода Вселенной. Он как Так. ДНК работает. Мгм. А, так, хорошо. А вот как он влияет на человеческую душу, эфир? Я вижу точно так же, как будто бы прошел, и вот так. То есть направляет и убирает искажения. Я вижу, это метафора идет, как будто бы вот направил и под ногами убирает такие палочки, которые мешают. Мгм. М, Очищает. В общем. Очищает, да, то есть он структурирует пространство и душу, облагораживает, а, Мгм. подводит под итог. Так, а что значит подводит под итог? Сейчас я посмотрю. Мгм. Все становится собой. Оно как-то, слышу, что возвращается в неизменное состояние. Мгм. Как бы самолечение, самовосстановление. Да, можно так сказать. Мгм. Виктория, теперь посмотри, как вообще появился этот эфир? Как он, может быть, создается или откуда он Но берется? я вижу, оно вышло, как будто бы, ну, вот так, М. с по ментальному по ментальной моей карте, как будто бы из сектора, Всевышнего Первотворца, откуда, ну, истока, скажем так. Такое дыхание, Мгм. считывается, Так. как результат, достижения, творения. Это как дыхание Всевышнего, как Мгм. результат его творения. Да, это что-то глобальное, фундаментальное. Так, что, Виктория? Считывается как Да. зыждущая сила. Короче, она а, как стабилизирующая сила во Вселенной. Мгм. Гармонию, да? Да. Оно Гармонизирует. равновесие и поддерживает равновесие, Мгм. а также он многогранен, я вижу. У него много уровней, то есть это не один эфир, он как бы раскладывается на определенный спектр, буквально считывается спектр. Вот я рассматриваю, и я вижу, как вот этот фрактал, мало того, Мгм. что он повторяет себя постоянно, он еще и в каждом фрагменте как бы запечатлена вся общая картина.
Да, еще оно и как будто бы так раздваивается, ну, расслаивается, повторяется еще в других пространствах. И опять считывается, что несет зыждущую, а что такое зыждущую силу и стабильность. Вот. Мгм. Обеспечивает фундаментальную стабильность во Вселенной. Так, такой вопрос. Имеет ли она какую-то разную плотность в пространствах? Или... Да, Мгм. разные, разные. А И что... характеристики разные тоже. Мгм. Но в этом А всем это разном есть что-то одно общее. хорошо, давай посмотрим, что такое общее в этом эфире всегда. Ну, я увидела такой сияющий глаз. Мгм. Считывается око Бога, смысл, замысел, конструктор, То есть конструктор Вселенной. это как ДНК, как правило творения. Ну да, как кон. Мгм. И он Так, буквально как будто бы несет на руках эфир. Это как будто несет на руках, как бы поддерживает все во Вселенной. Это как, ну, ну как... как творческая энергия. Она есть и более живая, есть более... Она вся живая, вообще-то. Мгм. Так, ты говорил, что еще есть какие-то разные свойства у эфира, кроме общей. А что это за другие характеристики, которые она имеет? Ну, я вижу, Спектр. вот, например, более плотный эфир, Мгм. он, Так. это мы знаем как электричество. Но оно тоже как будто бы живое, и это как проявление божественной сущности Творца тоже. То есть даже электричество говорит о Всевышнем, о его характеристике. То есть это как один спектр его характера, скажем так. Гром, молния. Мгм. Человеческое тело, в нем тоже много, то есть практически все управляется, эти клеточки на этих микроэлектрических импульсах управления. Это тоже какой-то вид эфира? Да, но он другой. Мгм. Он, это считывается, он такой, как, как любовь. Он нежный эфир. Это как считывается живое благословение, живой Мгм. контакт. Это совсем другое. Это как что-то сакральное и сокровенное. Это имеет отношение вот к дотронуться, дотронуться, то есть Мгм. внутренний контакт, я слышу. А какой был вопрос? Вот этот живой эфир, который в человеке, электричество, вот это, которое внутри человека Там, регулирует информацией, да, работу органов. там все завязано на контакте. То есть там идет как взаимосвязь, контакт между э, Мгм. двумя. То есть это как Связующее, связующее, да. А, передающее информацию, команды. И не только команды, это как обратная связь, да, контакт. Мгм. Это не говорить впустую, а получить ответ. Вот идет мне так контакт, то есть связь, контакт с другими такими же частицами живыми, Мгм. выстраивание цепей, цепочек.
общения, скажем так, между собой на этом эфирном пространстве. Так. Вот. И все строится, ну, буквально идет опять это слово жиждется или зыждется на поддержке и любви. Мгм. Да. А человеческое тело как-то вырабатывает эту энергию эфира? Вот. Нет, душа Мгм. вырабатывает. Душа вырабатывает. Понятно. Тело, А, да. переживает, вырабатывается опыт, тело переживает, страдает, и вырабатывается, а, энергия познания, которая кристаллизуется и становится как бы, а, я слышу, дополнением. То есть, как бы, возрастающий эффект, то есть, совершенствуется эфир благодаря пережитому опыту души. То есть, души берут участие в формировании совершенного эфира. То есть эфир несет в себе весь спектр, а, энергии. Я слышу Мгм. от полумрачных, и такой символ идет, вот как будто бы вот здесь закрутулька такая, Да. потом здесь такой фрактал, и вверху уже такая же, как зеркальное отражение. И здесь вот это светится, а тут как будто бы, а, полумрак, полутень. Почему полу? Да. Эфир никогда не опускается, в в потерю контроля. Я подумала, то есть здесь почему-то идет как полутень, полумрак, а дальше ниже уже, другие энергии. Они считываются отпавшие, омерзенные, отмершие или отмерзенные. И это уже чистый мрак, это отпавшее, это то, что уже не подлежит восстановлению. Мгм. То есть это Вот. Там какая-то уже, деградация. нет, не деградация, это отпавшее от эфира, а эфира нет там. Там что-то другое есть, там какие-то палочки на вид, а энергетические они такие на вкус, как металл. Как металл, такие вкус металла почему-то идет. Так, И это осаждающее какое-то нет, вещество. нет, это, та материя, которая отпадает от, эфира, то есть не соответствует, не поддается ну, как бы не берет участие в, совершенствовании эфира. Мгм. То, что не приносит, пользы Вселенной, душам, оно Отходы. отпадает, отходы, и Мгм. получается вот это, я вижу этот металл, вкус металла, а также гниение. А, металл почему идет? Там такие конструкции, м, считывается хаос, как будто бы такая какая-то, это во Вселенной такая вот конструкция, она пошла. Как, кристаллы, как магнит. Чух-чух-чух. Такие черные. Вот оно что, вот. Как намагничивается, и такая образовалась по форме, ам, считывается то ли соска, то ли присоска. Короче, такая штука, знаешь, что так вот, там такая груша, так пум, и можно набрать воды, а потом выпустить. То есть втягивает. Если, ее сжать. Ну, у меня Мгм. такая есть на кухне для того, чтобы отбирать,
когда что-то готовится, лишнюю воду. Да, открыть М, духовку там и с таким длинным носиком. Я так зажимаю, так, и оно отсасывает воду. Вот эта такая присоска, соска висит в пространстве вот этим резиновым шариком вниз. Ну, а это не резиновый шарик, а такие металлические, как магнитные, такие, как будто бы ты зашел в пещеру сталактитов, сталагнитов, а там вместо кристаллов таких магнетические черные. Это считывается материя хаоса, беспорядок, отпасть от чистого эфира, отсутствие жизни здесь, мрак, вот это считывается. м, А в самом эфире есть пространство полумрака. Это там, где вырабатывается опыт, как кухня такая. То есть идет какой-то процесс, как исследование, да, набора опыта, изучения. Да, да, то есть я вижу, что эфир, он вырабатывается душами, и если душа не вырабатывает вот этот чистый эфир, оно Мгм, называется, ну, считывается как благословение, эта энергия, то тогда эта материя или эта душа, они падают и так. притягиваются на такие же эгоистичные и попадают в то пространство, которое отсасывает, то есть оно не может само, оно как бы вакуум имеет внутри, и оно, я вижу, как высасывает из чистого эфира, берет в себя эфир, попадает туда, я вижу, буквально летят внутрь этой присоски, как ангелы, люди головой вниз, души. Потом М, они живут, я вижу, вот целые эпохи проходят, они вырабатывают, и идет такой бесконечный процесс. И когда они там вырабатывают этот эфир, то эта конструкция этой присоски, она как бы саморазрушается, вот, и этот опыт поднимает эту цивилизацию вверх, но эти отходы, которые не переработанные, они дальше падают туда, еще ниже, ниже, ниже. мгм, Оно так. считывается как бесполезный материал для Вселенной. Мгм. То есть Это получается, ре- что ага, да, души, которые отказываются эволюционировать, работать над собой, то они деградируют. Ну, в принципе, мы то и видим на наших м, сеансах, что те люди даже, которые, как говорится, много накуролесили, получили м, опыт, но возвращаются и работают активно над собой и исправляют свои ошибки, то их душа просто а, в, мгм. а, воз- в такие Вот, глубины идет, и такие контракты расторгает, и такие чудеса происходят. Вот. мгм, То есть душа может выйти благодаря эфиру, это ну вот это оно как сетка эфир, да? А, мгм. и Так. буквально эти души как бы держатся на этом эфире до тех пор, пока они держатся, то, как мы говорим, Вселенная там помогает. А это вот Мгм, этот процесс, и до тех пор, пока человек ценит вот это божественное начало в других и в себе, то он под защитой. И Вселенная вот тогда, ну, буквально выстраивает нужные встречи и там все. Вот как эти чудеса происходят в нашей практике, да? да. Иначе это не сказать просто. То есть чувствуешь, что живешь в потоке, занимаешься своим делом,
что ничего просто так не бывает. Мгм. Хорошо, Виктория, такой вопрос. Вот это вторая сторона контракта, которая у нас обычно участвует для скачивания потенциала человека. Она какое имеет отношение к этому эфиру? Вот на примере ты увидела в начале вот эту руку черную, которая имела вот это в руках табличку черный эфир. На ее примере посмотрим, какое она Ну имеет отношение. да, я слышу, человечество, позади человечества, и вижу, что это же конструкция хаоса, это же как пещера с этими сталагнитами. Вот, она имеет, ну, не очень понятен Ну, вопрос, какой, да, что там имеет какая за природа сущность, его. да, какое ядро или кто этим управляет. Но я вижу, что внутри это по отношению ко Вселенной, к живым душам находится в секторе магии. То есть пространство замагичено, имеет отношение. Я вижу, что внутри этой так называемой пещеры с сталагнитами, этого хаоса, как будто бьется в таком трауре, я слышу. Такая светлая душа, то есть изначальный потенциал, изначальная душа светлая, или их Мгм. много. Что, пойти туда посмотреть? Это Да, 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 очень интересно. Давай посмотрим, что же там бьется, что это за душа. Ну, Посмотри, это как Виктория. бывает, как, знаешь, идет такая аналогия, как человек, хороший человек, но попадает в какую-то ситуацию, где он как бы не видит выхода. Вот. И мне идет картина Врубеля «Демон», а, как будто он попал в это пространство Мгм. и нарисовал вот это безысходность, передал на полотне эту безысходность этого существа, этой души, которая не имеет возможности вернуться назад к источнику. Мгм. И что с ней происходит там в этой, так сказать, пещере? Вижу, что я вижу, такая метафора идет, как бы подставить подножку, то есть идет как бы захват других душ, ну типа одному не страшно, помереть всем веселее. Мгм. Паразитические наклонности. Да, то есть эгоизм высшей марки, и это противоположность того, что я считывала вверху. А вверху там наоборот, вот это сакральное чувство любви, поддержки, помощи друг другу. То есть я вижу, что вот эта матрица темная полностью захватила этого Творца, его разум, и его душа продуцирует буквально искаженный эфир, искаженную реальность. Он как творец, то есть каждый человек творец, каждая душа творец, и он тоже, но он как бы буквально считывается, источает, вот как источает запах цветок или кора дерева. Все живое источает запах. То есть вот эти вибрации, этот Мгм. эфир, то есть это вибрации, несущие энергию, дух, образ. Это и есть вся Вселенная живая. Вот. И он порождает хаос, я слышу, и я вижу, как от его дыхания, мыслей отрываются такие черные клочки и уходят, притягиваются на тот магнит, который вот как эта соска, присоска висит в пространстве. То есть это получается так, что
оно притянулось, да, сформировалось, это пространство, ну, можно назвать там Вселенная, да, Мгм. и как черная дыра в пространстве захватывает, то есть она втягивает, вот точно так же это а, втягивает. Но я вижу, что используют манипуляции, потому что это находится как бы по ментальной карте в секторе манипуляций, магии. То есть Мгм. используют вот подножки, то есть умышленное извращение. И вдруг эта черная рука, которая мне там показывала эфир, вдруг смотрит, вот так вот сама смотрит, а что она вообще-то мне показывала? И видит, что я вообще-то считывала не с того, что она мне показывает, а над этим, то есть мимо. Мгм. Вот. И оно сильно, и эта рука сильно так уменьшается. Сейчас я посмотрю, кому она. Она именно принадлежит, считывается, демону власти над землей. И я вижу, что от Земли, планеты Земля, уходит Земля, как бы покрыта таким черным покрывалом, и уходит такой фрактал именно к этой присоске, к этой черной дыре, к этому хаосу. Мгм. Так, и вот это черное покрывало и принадлежит этому Власть, я слышу, демону. власть, да, Ага. власть. И сразу я вспомнился мне сон какой-то, снился сон, где мне кто-то показывал всякие вещи и важные на планете Земля, и сказал, весь вопрос во власти. И вот я вижу, что это был, считывается, сон-предшественник, и сейчас я М. вижу эту черное покрывало власть. Власть, и это не только над человеческими телами, но в первую очередь над человеческими душами, потому что им нужно, чтобы души продуцировали темный эфир, то есть вот эти поломанные, то есть М. это даже Ну, назвать эфиром нельзя, это он, вот эти конструкции содержат частицы чистого эфира, которые продуцирует. И я вижу, что буквально захватывается не сам опыт, а опыт недоработанный, не проработанный, а застывший опыт негативный. Это, как мы говорим, незакрытые гештальты мгм. или контракты, или какие-то замороженные ситуации, которые как раз и порождают контракты души энергетические, то они, вот эти буквально вот так вот, захвачены, вот этой черной матрицей, и они как раз удерживают, частицы душ, частицы живого эфира и питаются им для того, чтобы вот я вижу как, метафора, как богатырь такой страшный монстр растет, да, М. благодаря этому эфиру. Так, а есть там Захваченному. какая-то сущность, какая-то, которая имеет, всем этим управляет, и мозг этой всей системы, как бы самый, можно сказать, злодей, кто там руководит всем этим, или что, если Ам, там я что-то. вижу, что там есть, эгрегориальная сущность, но она соткана из воображения человека. А, как бы, вижу, что такой вот, как, Бафомет пытается удержаться на троне, но постоянно этот, трон только сформируется и рассыпается, исчезает. То есть, он не может никак достичь, этой материализации, этот дух. Он не может материализоваться.
в Так. физической реальности, и поэтому он не может полностью закрепиться, потому что воля живой души Мгм. буквально в одно Противоположно. мгновение, да, воля человека в одно мгновение возвращает. Вот я буквально вижу, как возвращает не только свою очищенную энергию, а также освобождает этот эфир ам, связанных душ в этой сети, нейросети светлой, Мгм. божественной. То есть получается, что когда одна душа вот освобождается, то я вижу вот так, вот как я в начале, как будто бы в ямку сошла, а потом раз и вышла. И точно так же вот здесь я вижу эти души, они проходят этот период углубления, когда они познают, что такое этот хаос, жить в хаосе, а потом принимают Мгм. решение и расторгают эти контракты, и они буквально освобождаются и освобождают всю сеть, всю нейросеть. То есть семья, род и целые пласты, Мгм. миллионы душ освобождаются и выходят. И поэтому этот трон, люди говорят на это Люцифер, еще миллионы там всяких имен ему придумали. М, а, но Да. он Суть. считывается повстанец, духовная сущность. И он не смог совершить переворот против... Он хотел опрокинуть всю систему эфира и опрокинуть престол, образно говоря, Всевышнего. Но он так и не смог это сделать, и не сможет никогда. Он никогда не сможет установить свой престол и никогда не сможет достичь полноты. А Да. без полноты, без цельности и целостности никто не может удержаться. Они падают. То есть, чтобы удержаться в светлой матрице жизни, то, то есть нужна Ну, цельность этого ядра души, то есть и он так и намерение, болтается, болтается туда-сюда, хапнет паразитически и да, снова падает. мгм, ну типа так, да. Мгм. А какого условия, когда он полностью исчезнет с этого пространства эфира человеческих душ? Если... Каковы условия, что когда это произойдет, то мы освободимся от этой сущности? Ну, я вижу, число идет 10%. Что обозначает это число 10%? Ну, я вижу, в тех 10% есть 2%. Сейчас я посмотрю, 2%. Это считывается как души высшей пробы, сохранившие человечность, эмпаты, которые прошли как бы горнило жизни и выработали этот бесценный дар. То есть они не утратили под испытаниями, можно сказать, вот эту любовь, уважение, М, любовь к себе, к конам Всевышнего. Они вот этот божественную искру сохранили. И буквально я вижу, что это вот так выглядит, как будто бы на руках душу свою несут и таким образом поднимают такие же и других. То есть помогая себе, помогая другим. Вот. мгм.
Это вот эти 2%, да? Да, а еще вокруг них это не как ядро считывается, а вокруг них еще есть такой побольше круг. Оно считывается как 10% человечества. А, ага, это 2% это авангард человечества, Мгм. а эти 10, они считываются как помогающие. То есть это те, которые как бы смотрят на них и делают так же, скажем так, Мгм. которые помогают становиться лучше себе, ну, сами и помогают другим. И они тоже считываются как помощники авангарда. Я вижу, как они м, как будто бы на передовой стоят и Мгм. протягивают руки другим и вытаскивают других. То есть идет такой вот процесс, я слышу, оживления. То есть это такой идет, с одной стороны, процесс оживления, ну а с другой Мгм. стороны, одни оживают, оживляются, другие, наоборот, отпадают. Это по выбору человека. И, но есть какая-то тут сила, я чувствую. Сейчас я посмотрю, ее найду. Найди, Виктория, что это за Я сила. вижу, это такая упругая энергия, которая держит эту сеть, которую мы говорим эфир. Мгм. Это Так. незыблемый кон жизни. И я Мгм. вижу, что рано или поздно вот этот вампир, он не сможет долго держаться. И чем больше людей отсоединяются, забирают свою энергию, выходят из этих эгоистичных поступков, мыслей, начинают менять свое мышление, свои действия, то они забирают свою энергию и вот это оно считывается падаль, оно засыхает, и буквально я вижу, как падает. И когда оно засохло, то все эти души, которые там мимо их воли были заключены, они так вылетают оттуда, долетают до уровня, где его престол сатаны, этого так называемого. У него престол там есть. Выглядит как черный город. То есть это вот одно, вот это другое. И они подлетают, смотрят, у них уже есть опыт, махают рукой. Хм, мы это знаем, проходили. И возвращаются, считываются сыновья домой. Мгм. Вот, то есть возвращаются к своему источнику, к божественной своей сущности, начинают себя Мгм. осознавать. Так, а роль этого незыблемого эфира и есть как глобальная поддержка душ для их возвращения в светлое пространство. Я так Да, понимаю. мгм. М. Вот это вот идет эта метафора, которая там в Новом Завете записана про блудного сына и отца, который там ам, бросился встречать, как только издалека увидел, что сын возвращается, да. То есть любовь отца, она всегда одинаковая. Она как раз и символизирует вот эту незыблемую силу. М, То есть Мгм. сам Всевышний ни от кого не отказывается, поддерживает всех тех, кто проявляет малейшее даже ну, проявление Мгм. любви к себе, к своей душе, осознанность. Он сразу поддерживает и включается поддержка этих других душ. Они буквально, я вижу, как хватают за руки и с этого серого пространства вытаскивают, ну, с этого полумрака, потому что из мрака
уже никто не выходит. Да. Почему-то там никто не выходит. А возможно Считывается, такое, это добровольные убийцы. Это те, которые сами добровольно выбрали служить этому Люциферу. понимая всю ответственность. Да, да, да. Мгм. Так, хорошо. Да, интересно. И вопрос тогда такой, когда уже рухнет по отношению к нашему времени, сегодняшнему сеансу, м, сколько еще время примерно, да? Мы не можем сказать точно, но примерно сколько еще человечества в таком же темпе нужно, чтобы освободиться от этого Бафомета, чтобы он засох. Ничего не идет. М. Я в процессе. Ну, ответ Вселенной, Мгм. что, ну, не о том думаешь. Мгм. Хорошо, тогда вопрос, если я не о том думаю, какая, Виктория, моя роль в сеансе было, как бы, что я бог эфира, какая моя роль в этом процессе эфира и освобождения эфира? Ну, вот то, что ты делаешь. Вот это и есть роль. Потому что это буквально я вижу, как будто бы у тебя в руках такой прожектор, и ты его раз и разворачиваешь вот в сторону этой присоски, которая там висит. Глыба такая жуткая. Потому что когда мы сюда посмотрели, когда тысячи наших подписчиков посмотрят этот сеанс, они обратят внимание, что происходит, как оно происходит, и под влиянием внимания человека, человеческое внимание живое, куда человек обращает внимание, там произрастает жизнь. Мгм. Вот человек посмотрит, осознает, и проливается свет туда. А под воздействием света тьма просто как тень уходит. То есть мы проявляем свет, и Да. людям становится ясно, с чем имеем дело. Вот этот Ну, полумрак, энергия, да, энергия вот эфира, да. она есть везде. Она как будто бы несет взгляд, несет внимание. То есть это живой материал Вселенной, я слышу. Это буквально Мгм. считывается как материя, как материал, живой материал. Оно и сама конструкция, и само начало. То есть очень интересно. И сам наш сеанс — это уже бесценный вклад. Да, Ну, вообще-то я тебе скажу, что да. каждый наш сеанс — это бесценный вклад, потому что люди памятники ставят посмертно обычно, да, но мы не хотим там, чтобы нам посмертно, мы хотим, чтобы много людей осознали свою ответственность перед своей душой. Ну, а мне идет безответственность. Да, чтобы появилась именно ответственность, чтобы они Да. понимали, насколько это важно, насколько это Потому на что них именно, влияет. да, именно вот эти контракты, они заключаются, формируются именно на уровне эфира, на уровне энергии, чувств, эмоций. А эфир — это именно то, есть эта регулирующая сила, вот как что-то погодой управляет, да, на физике, да, тут, Мгм. роза ветров отсюда закрутилась, понесла воздушные массы туда и так дальше, для того, чтобы, сохранился баланс, в природе. Мгм. Точно так же происходит, оно считывается также измерительная система, да, то есть эфир — это как еще измерительная система душ человеческих. Вот.
Да, как на Земле идет процессы эфирного м, регулирования, так и в каждом человеке. Мгм. Так, Виктория, интересно, интересно. А вот этот эфир, который с помощью электричества вырабатывал, например, Тесла, например, посмотри, каким образом идет процесс то есть образования вот этого физического электричества для питания, ну, например, лампочка там горит, или та машина, которая едет, которую он запитал от устройства. Так лампочка или машина? Да, для простоты давай посмотрим лампочку. Лампочку Ну, давай и посмотрим, как идет процесс преобразования, это возникновения этого электричества. Связано ли оно с эфиром? Посмотри. ну, связано, но эфир как носитель. Опять же, как будто бы несет на руках вот так вот. М. Но сказать мне От- сложно. Откуда возникает этот потенциал? Но мне вообще-то идет, что для этого нужно было бы сделать отдельное расследование, например, с каким-нибудь физиком, который бы задал вот такие какие-то конкретные вопросы, потому что вот такие абстрактные вопросы, ну просто нет Ну да, абстрактных ответов. это надо углубляться, я тебя понял. Да, потому что Тесла, когда я иногда задаю какой-то такой вопрос конкретный, я о нем думаю несколько дней, а потом я проникаю в этот процесс, и я буквально вижу, но я задаю очень конкретные вопросы. Вот, то есть Да, на такие абстрактные вопросы, ну, как бы ответы не приходят, потому что их не существует. мне на самом деле, конечно, этот вопрос интересует, и мы, не знаю, через какое-то время к нему вернемся, потому что я Хорошо. все-таки тоже хочу заняться этим вопросом. Хорошо, Виктория. Так, м, тогда вопрос такой. Сейчас в природе на планете Земля. Вот ты сказал, вот я сказал, что оно может иметь разную плотность на Земле этого эфира и качества разные. Каково сейчас состояние Земли? Земля же тоже а, живое существо, можно сказать, Да. живая душа планета. А, Можно ли как-то охарактеризовать сейчас состояние нашей живой планеты и то качество эфира, которое сейчас находится на этой планете или в Ну, мне планете. идет болеет, вырабатывает эфир. То есть планета тоже, имея живую душу, она тоже вырабатывает А этот она эфир. болеет, потому что у нее есть свои, ну, я вижу, как эти миллионы или миллиарды этих людей, мне идет миллионы душ, да, Мгм. которые имеют цепочку свою, то есть свою сеть, вот эту черную энергетическую, связанную с контрактами, своими выборами, эго и все такое, оно как раз усугубляет положение и создает дополнительные вот магнитные такие завихрения, которые негативно влияют на планету и создают некую такую черную энергетическую шапку, М. которая, я вижу, что как бы излучает как радиоволны такие, да, и считывается, буквально заражает население вот этими волнами безразличия к себе. То есть я вижу, что это обоюдо а, такой вот инструмент воздействия, и э, человек из-за своей воли, своего решения негативно влияет на свою жизнь, потому что выбирает то, что плохо для себя и других душ.
образуются вот эти контракты, эти узлы энергетические, которые поглощают вот этот живой эфир, живую часть души и уносит это, утягивает вниз. И таким образом это соединяется в отдельные эгрегориальные структуры, которые буквально тянут Землю, планету, и отвлекают, я вижу, от божественного света, от истинного пути и всей планеты, и всего человечества, и отдельных людей. То есть это взаимозависимые процессы. Так, значит, эти цепочки, эти круговорот непонимания человечества. Но Так, что самое ну, интересное, вот да. эта энергетическая сеть, да, или как паутина энергоинформационная, вот этот эфир, вижу, что планета как будто бы вот так как приклеилась снизу, а здесь она держится а, на этой На эфире. частоте. Да. Мгм. Так, а вопрос власти, как относится к этому сейчас процессу, что Земля вот болеет? Но человечество само выбирает свою власть. А, Потому что я слышу, ну, как бы вижу это и слышу, что группируются, люди группируются и выбирают ту власть, которая, ну, как бы нравится, Мгм. энергетически подходит большинству. Да, то, что человек выбирает, опять Но же. диктатор не приходит в общество, которое его не ждет. Диктатор приходит туда, где общество готово наказывать других, попирать коны Всевышнего. Вот, то есть и таким образом оно выталкивает из себя вот эту гнусную власть. Мгм. А Да. хороший правитель приходит тогда, когда большинство людей в этом, потому что оно в ячейках таких, да, энергетических, то есть семья одна ячейка, потом общество какое-то, потом целая нация и так дальше. То есть и таким образом получается, что до тех пор, пока, ну, человечество должно измениться изнутри. Вот Мгм. и Да. Хорошо, Виктория, на физике чуть налево повернись. опять На налево, то градусов 10. направо, то налево. Вот, стоп, стоп. Стоп, да. Отлично. Мгм. Хорошо, Виктория. Ну, вот моя роль освещать, если это все, да, я тоже хочу и прикладываю свою волю осветить людям путь понимания э, этой важности, этой души, важности понимания выбора пути, выбора жизни, выбора этих лучших побуждений, лучших действий для самих же их, чтобы это все они понимали. Я распространяю эту информацию, освещаю по всей Земле, по всей этому эфиру, по всем этим нейроклеточкам. И пусть эта информация, когда побудит их о, увидеть внутри себя вот этот живой эфир незыблемый и то величие творения жизни, которое приведет их к процветанию и счастью. Да будет так. Я посмотрела, куда пошла энергия твоя Да, переданная. Виктория, посмотри. Вижу, какой-то Расскажи. человек стоит возле зеркала, поправляет костюмчик такой черный, ну, то есть маски на себе носит, роль. А тут раз информация приходит, раз он смотрит и быстренько снимает этот костюмчик, и идет информация, становится сам собой. Мгм.
Вот это как раз и есть, то есть не стать святым, а стать собой. Да, Да. и благодарность нашему авангарду 2%, которые идут и преодолевая все эти трудности, выражаем глубокую благодарность за их выбор, за их решение пойти этим трудным путем, но благородным. Я вместе с ними. А Так что, особенно тем 10%. Почему? Потому что те, да. кто в авангарде, они незыблемы, они знают свой путь, а те, которые вот 10%, они еще шатаются, то есть они еще не окрепли, как говорится, пуповина еще не отсечена, то есть они еще требуют как бы Мгм. поддержки и помощи. А те, кто в авангарде, это те, которые знают свой А- альфа-путь. Они Да. не свернут, они идут на М, пролом. Да, да. Хорошо, поддерживаем эти 10% людей, которые И, прислушиваются от нас. ну и всех остальных, конечно. Да. М. И Потому тоже. что любое поползновение в сторону выбора себя уже приводит к осознанному или неосознанному расторжению этих контрактов, которые удерживают душу в рамках хаоса. Мгм. Да, замечательно. Хорошо, я рад, что мы провели этот сеанс сегодня. Я думаю, мы ответили на все вопросы, которые были. У тебя. Э, Да. И, Виктория, хочешь ли ты что-то еще посмотреть в рамках этого сеанса? Да я ничего не хочу Хорошо. Ты в этом специально. состоянии. Мгм. Да, что ты Хорошо. хотел, мы там посмотрели. М. Да, Да, очень да, интересно. благодарю тебя, Виктория. Мгм. Очень рад с тобой трудиться. Да, спасибо. Мгм. Виктория, сейчас отсоединись от всех и всего. Мгм. Поднимайся максимально вверх. Да, Проверяй твое личное пространство. Все ли в порядке. все чисто. Мгм. Наполнись твоими энергиями, которые ты хочешь. Любви, жизни, Мгм. гармонии. Да. Да. Это тоже процесс, который наполняет и очищает тебя. М. Да. Хорошо. Теперь, Виктория, я посчитаю от 1 до 3, и ты вернешься в физическую реальность, где я с тобой разговариваю, и будешь себя чувствовать великолепно. 1, 2, 3. Возвращайся. Встречаюсь. О, с- Ну что, авангард? Идем на пролом. Как говорится, вижу цель, не вижу препятствий. ну, типа да. Да, молодцы. Ну вот. Разного качества эфир, Ну, надо разного будет спектра. посмотреть, что я там насмотрела. Мгм. Ну, хорошо. Мгм. Ну, тогда то будем прощаться на чаепитие, на кофепитие, кто на Да-да, что. кто на что. Все, спасибо, Виктория. Было Спасибо тебе. интересно. Пока. Давай, пока-пока. А, слышишь? Ой, блин.